Всем привет! На повестке дня у нас плагин Galva Map Travel. Это аналог одноименного плагина для MV. Этот ролик подготовлен с разрешения автора плагина. Сам плагин распространяется на бесплатной основе. Ссылка на сайт автора плагина и сам плагин в описании под роликом на YouTube. Наша задача – внедрить этот плагин в проект с нуля. Как ставить плагины, рассказывать, я надеюсь, не надо. Мы просто производим копирование в папку JS своего проекта нужного файла плагина. А потом идем в управление плагинами, чтобы подключить нужный плагин к проекту. На этом этапе плагин Map Travel еще не работает. Нам предстоит многое сделать. Я начала с создания новой папки по адресу Images Map Travel. Именно к этой папке плагин будет обращаться в поисках ресурсов для отображения. Карту и все необходимые картинки я нарисовала заранее, так что я могу просто добавить их в эту папку. У меня есть туман, файл fg1, карта, файл map0, вода, файл bg1, метка местности, файл log_flag, метка «Где игрок», файл Object Player. Все файлы строго в формате PNG. Далее нам нужно создать 3 переменных. Как мы помним, у программы нет глаз, и она без понятия, чего там где нарисовано. Переменные нужны, чтобы перевести на понятный мейкеру язык номер карты, числовые значения x и y, положение клетки на карте, куда мы планируем переместить игрока. Сделать это можно в любой момент. Простой способ – ткнуть на свободный тайл в режиме редактирования событий и в теле событий выбрать команду переменной. Там переменную, а потом редактировать все, что угодно. В моем случае за карту будут отвечать переменные 4, 5 и 6. Эти значения нужно прописать в настройках плагина. Первые 3 строчки как раз отвечают за номер карты, X карты и Y карты. Закрепляем за ними нужные переменные. И мы все еще не готовы запустить плагин. Теперь самое главное – задать параметры генерации карты и создать событие, ответственное за вызов этой карты. И вот следующий шаг – задать генерацию карты. Открываем общие события. В теле события кликаем по свободному месту и переходим на 3-ю страницу списка команд. В самый ее конец. Нас интересует опция «Команда плагина». В MZ у этой команды появился удобный интерфейс. Сначала выбираем из списка плагинов тот, команду которого мы хотим использовать. И сразу видим, что открылась команда под названием «Создать карту». Остальные команды из выпадающего списка пригодятся позже. Что мы видим? ID карты. Это не тот, который привязан к переменной. Это номер, который мы вот прямо сейчас назначаем для карты путешествий. Он не связан с номером физической карты вообще. Картинка карты. Это та картинка, на которой я нарисовала все эти горы, леса и прочие равнины. Background – это картинка, которая будет под картой. Она может быть не одна. Ее параметры прописываются через запятую без пробела. Первым будет имя картинки, как в папке. Вторым – скорость движения по X. Потом скорость движения по Y. И, наконец, прозрачность. От 0 прозрачно до 255 непрозрачно. Foreground – это туман. С ним все то же самое, что и с бэкграундом. Прописывать все эти параметры обязательно. Если не пропишете параметры, вот эти вот X, Y и прочие прозрачности, карта не заработает. Вот мы задали карте ее параметры. Теперь нужно нанести метки.
В этом же событии вызываем следующую команду плагина. Из списка названий команд выбираем «Установить локацию». Тут у нас следующие параметры. ID карты – это снова не тот номер, который имеет отношение к локациям в игре. Это всего лишь номер карты путешествий, которую мы создали командой выше. Это она у нас карта номер 0. Далее имя локации, куда мы собираемся переместить игрока. Это имя нам еще пригодится. Оно же будет отображаться в боковой менюшке плагина в игре. Имя картинки, которой она будет помечена на карте. У нас это флажок. Положение в пикселях картинки метки на нашей здоровой карте путешествий. Да, картинка карты не имеет отношения к размеру наших карт и разрешению в самой игре. Она может быть любого размера. Посмотреть это положение можно по линеечкам в графическом редакторе. И вот только теперь номер карты, на которую мы планируем переместить игрока. И еще два уточнения. X карты и следующим Y карты. Точная позиция перемещения игрока. Эти параметры можно посмотреть внизу экрана. Описание карты, которое появится в плагине. И количество фреймов анимации, в моем случае 3 фрейма. И так для каждой карты, куда планируется перемещение. Чтобы генерация карты не повторялась, вставим переключатель и условия. Перед началом команд генерации вставим ветвление условий. Назовем его «Если карта уже создана». Ясно, понятно. И если это условие соблюдено, используем команду «Завершить выполнение». Она ниже в списке под командой ветвление условий. А в конце всех манипуляций с генерацией как раз включим этот переключатель. И это еще не все. Нам понадобится второе общее событие, отвечающее, собственно, за перемещение. Первым делом в новом событии мы что? Вызываем команду плагина и выбираем в опциях «Открыть карту». Там мы откроем нашу карту под номером 0, а дальше интереснее. Если мы хотим, чтобы при попытке переместиться на ту же локацию, в которой он уже находится, игрока никуда не перемещала, а говорила реплику, прописываем следующую команду вручную. Здесь мы говорим программе, что если значение переменной, которую мы закрепили за номером карты для перемещения, в моем случае это номер 4, равно текущему номеру карты, то показываем игроку реплику и завершаем выполнение общего события. Перемещение не наступает. Далее мы пишем, что программе делать, если игрок все же выбрал локацию для перемещения. Итак, если игрок сделал выбор, мы прописываем условие вот с такой красивой строчкой скрипта. Это скрипт плагина. Надо говорить, что без плагина он не работает. Так вот, если выбор сделан, вызываем команду перемещение и перемещаем игрока не в конкретную локацию, а в соответствии с переменными номер карты, X и Y, которые мы задали в плагине и куда плагин уже записал выбор игрока. В ветке «Иначе» действие программы в случае, когда игрок 2 раза прожимает отмену. Мы показываем ему сообщение, что уже никуда не летим. И снова еще не все. Теперь надо придумать, как игрок будет пользоваться этой штукой. Я не придумала ничего изящнее предмета в инвентаре. Идем в базу данных. Предметы. Создаем предмет, а в его эффекты прописываем активацию события, которое открывает созданную нами карту. Созданную, понимаете? Предмет, который игроку еще надо дать, тоже не последний штрих. Нам нужно запустить процесс. На стартовой карте создаем параллельное событие, в котором даем перемещающий предмет. И запускаем общее событие генерации карты путешествий. После чего сразу уводим страницу на пустую локальным переключателем А, чтобы не мешало. Но и тут еще не все. Нужно настроить фокус картой. Если сейчас запустить карту путешествий, мы не увидим панель, перечисляющую локации.
карта не будет знать, откуда мы стартуем визуально, куда центровать взгляд. Это делается отдельной командой. Внимательно! Не просто отдельной командой со скриптом, а отдельной командой в параллельном событии. И после скрипта обязательно идет удалить событие, никаких переходов на пустую страницу. То есть, чтобы при следующем заходе оно снова сработало. Это важно. Команда имеет следующие параметры. 0 отвечает за номер нашей карты путешествий. Далее через запятую, в кавычках, то же самое, что мы вписали, когда генерировали локацию. В общем событии, во второй графе имя локации. Слово в слово. И для каждой карты отдельно. В отдельном таком же событии для каждой используемой локации. Что еще мы можем сюда вставить? То, что точно так же должно повторяться на всех локациях, где действует карта путешествий. Мы можем вставить сюда координаты условного объекта, который не будет показываться в списке перемещений и не будет перемещением вообще. Так мы изобразим индикатор места, где сейчас находится игрок. Скрипт выглядит вот так. И вставить объект на карте можно только с помощью скрипта, по крайней мере на момент создания видео. Что в этом скрипте, помимо самой команды? Первое число в скобочках – это указание, что это для нашей карты путешествий номер 0. Далее имя этого объекта, у нас это игрок. Название картинки, которая будет показана на карте путешествий, она должна лежать в папке с другими картинками плагина. Координаты места, где ей положено быть. Помните, точка координат – это точка середины картинки. Не низ, не угол, середина. Прикидывайте, где она должна быть, исходя из этого. После двух координат идет количество фреймов анимации для этой картинки. У меня это 3. Все фреймы должны располагаться в ряд. Для создания видимости перемещения метки туда, где находится игрок, удалять ее не надо. Достаточно на новой карте также поместить его в событие с командой на фокусировку и перебить объекту координаты, не меняя больше ничего. Фух! Видео выходит на канале каждый четверг в 19:00 по Москве. За прочими всплывающими элементами в расписании добро пожаловать в мою группу ВКонтакте. Ссылка под роликом. Всем спасибо за просмотр. Все молодцы, что досмотрели. Я старалась.